house, here we go. Вот мы и снова встретились. Сегодня мы окунемся в историю проекта, который для многих наверняка был неплохим времяпрепровождением. Need for Speed World – онлайн-игра, разработанная студиями EA Singapore и EA Black Box и выпущенная в формате Free-to-Play в июле 2010 года. Оцененный в основном положительно, проект прожил 5 лет, после чего был закрыт, вероятно, из-за финансовой нецелесообразности. Эта онлайн-игра оставила свой след в истории гонок, да такой, что даже после закрытия была спустя время вновь оживлена фанатами. В данном ролике разберем оригинальную историю проекта, как он разрабатывался в начале, как обновлялся и поддерживался после релиза вплоть до момента закрытия. Стоит учесть, что собрать полноценную картинку не получится, так как прошло слишком много времени с момента событий и некоторые детали утеряны. Но даже тот найденный объем информации будет достаточен для описания истории проекта. С вами Elaine4 в озвучке Lexpest, и мы переходим к делу. Electronic Arts в начале 2009 года сделала пару анонсов, в числе которых засветился и Need for Speed. Да не один, а целых 3 – Shift, Nitro и World. Точнее, World Online, ибо раньше игра имела именно такой подзаголовок. Первые 2 тайтла нас сегодня не так интересуют, сфокусируемся на третьем. Судя по названию, игроки естественно пришли к выводу об онлайн-рейсинге в открытом мире, но почти никто не знал, что игра на самом деле объединяла миры Need for Speed Most Wanted и Carbon. Первый этап технического бета-тестирования был запланирован на март 2009 года и должен был проходить в Тайване и Гонконге. Изначально игра была заточена не под весь мир, а только для части азиатского рынка. И кто бы мог подумать, что спустя годы то же самое случится с Edge, только в случае с ним так и стало. В остальном мире об Edge ни слуху, ни духу. Через 2 недели от анонса появились первые скриншоты. На них отчетливо видно совершенно другую игру, но к этому вернемся чуть позже. Далее пошли арты персонажей азиатской внешности. И если подумать, то оно логично для игры такого типа и для такого целевого рынка. Кстати, на выбор давалось больше персонажей, чем вы видите сейчас. Причем практически все они были уникальны. Удивительно, сколько сил было вложено в простые аватары, которые затем нигде не были использованы. Причем причины, почему от них отказались, мы, конечно же, не знаем. Следом были авто. Каждый скриншот молниеносно распространялся по всему интернету, и вот интересный факт. Все представленные машины на скриншотах, скорее всего, были взяты из Need for Speed Carbon, без каких-либо изменений. Чуть позже появились первый концепт интерфейса и трейлер. Заострять на них внимание не будем, в моем бонусном эпизоде бета-материалов все и так есть, ссылка на него в описании. Помимо этого, там много информации об бета-контенте игры, так что рекомендую посмотреть полностью. Спустя время открылся сайт игры, на нем были представлены рекламные анимации. Печально, но я не смог найти рабочую копию сайта на webarchive.org. Все, что мы имеем, это данный скриншот. Возможно, у кого-то еще завалялись скриншоты, делитесь ими в комментариях. В марте 2009 года начался первый бета-тест, и с него мы получили пачку скриншотов вместе с небольшим геймплейным роликом. Скриншотов, да, немного, и билд с того теста вроде никто не сохранил, но все же пройдемся по тому, что есть. На снимках мы видим в дневное время окрестности Палмонта, а точнее Сильвертона. Совершенно другой интерфейс и графика. Что касается геймплея, то в состав бета-версии игры скорее всего входили новые режимы, но об этом немного позже.
При детальном разборе геймплейного ролика видно, в насколько ранней стадии разработки находилась в тот момент игра. Вот тут багует лицензионный знак, тут в интерфейсе гонки игра ссылается на отсутствие необходимых текстовых строк, а таймер вовсе не работает. К тому же в открытом мире часть машин едут с дефолтным белым скином. Ну и конечно же финиш гонки сопровождается кинематографической камерой прямиком из карбона. Зато имеем интересный загрузочный экран, новый гараж, а также в данной бете использовались машины из карбона, в том числе вырезанная BMW M3 GTR ALMS. Ожидаемо, бета-версия, датируемая мартом 2009 года, была больше похожа на сильно модифицированный карбон, чем на самостоятельную разработку. Но, как мы знаем, это было только начало. Спустя некоторое время радиомолчания после первого бета-теста разработчики показали карту игрового мира. Самые ярые фанаты стали досконально изучать районы, описывать, что к какой части относится. Как мы видим, карта практически не отличается от той, что была на момент закрытия игры. Палман-Сити, Рокпорт-Сити – эти города навсегда в Ворлде. Одно лишь жаль, что только они и были на протяжении всей игры, хотя по слухам планировался 3 Сити и даже каньоны. Эти места были бы годным дополнением к проекту. Спустя еще некоторое время стартовал второй бета-тест, в октябре того же 2009 года. Он уже был условно открытый. Чтобы принять участие в тесте, достаточно было всего лишь быть зарегистрированным на сайте EA Taiwan Online. И, казалось бы, халява. Каждый имел возможность посмотреть на ранний вариант игры, соответственно, было бы еще больше материалов по игре, но игра за время отсутствия буквально переродилась, и это уже было больше похоже на то, что впоследствии мы будем называть Need for Speed World, а не World Online. В интернете появилось огромное количество пользовательских скриншотов, а также пара первых геймплейных видеороликов. Игра начинала потихоньку выходить за пределы изначально планируемого азиатского рынка. Касательно геймплея, каждый элемент был дополнен и отшлифован. Игра уже не была похожа на карбон, но все еще отличалась от релизного варианта. Кстати говоря о геймплее, сейчас как раз удачный момент, чтобы вернуться к теме режимов. Вообще нам повезло, поскольку у нас сохранились файлы конкретно этой сборки игры, и там то ли по счастливой случайности, то ли потому что все данные на самом деле используются. В общем, есть папка с набором различных иконок, которые по своему стилю очень сильно напоминают бета-версию марта 2009 года. Давайте их разберем. Сбор сокровищ. Да, для этого был отдельный режим. Погоня. Доставка. Понятия не имеем, что там должно было быть. Погоня в свободном мире. Тоже непонятно. Какой-то неизвестный режим. Секретное задание в свободном режиме. Что-то связанное с привлечением внимания полиции. И пустая иконка. Без шуток, в файлах иконка режима под номером 18 не имеет в своем составе ничего. Машины трафика, кстати, все еще белые, кроме такси. Город был доступен все в тех же рамках, Сильвертон, но к нему еще присоединилась часть Рокпорта. Правда, судя по геймплейным роликам, там не было гонок, только свободная езда. Интерфейс был уже больше похож на финальный вариант, но все же имел пару отличий. По поводу гаражей появился вот такой вот вариант, небольшой зал с круглым стендом для вашей машины. Среди остальных вещей можно отметить этот загрузочный экран. Графика игры уже имеет оттенки фиолетового, заметны также немного другие эффекты и прочие отличия в деталях. Особо о ходе самого бета-тестирования узнать тоже не получилось, поэтому не будем останавливаться на месте, а поедем дальше. Вообще, первый год разработки по ощущениям шел очень интересно. Сначала над проектом трудилась EA Сингапур, но в конце 2009-го, начале 2010-го EA Black Box взяла игру на себя. Что уж тут говорить, сама игра, ее концепция и вид постоянно менялись под влиянием взглядов сменявших друг друга команд. Арт-директор Ворлда частенько любил хвастаться изменениями, которые затронули облик игрового мира. Сотни переработанных текстур, моделей и прочих деталей ради онлайн-рейсинга. По сути, от этого в корне менялось само ощущение от игры. Становилось ясно, что это уже другой мир. Мир World Online.
Как видим, за год проект претерпел коренные изменения, практически родился заново. Это был год, когда большая часть фанбазы постепенно начинала понимать, что вообще происходит с игрой. Для отслеживания истории развития этого нового старого проекта вновь будем обращаться к тестовым сборкам. В феврале 2010 года претерпели ряд изменений и игра, и трудившаяся над ней команда разработчиков. Внезапно изменился и официальный сайт игры, а оригинальный азиатский сайт перестал работать и был заменен на тот, что был с нами аж по самый последний день жизни проекта. С этого момента известный нам World Online, который был направлен на азиатский рынок, уже официально перестал существовать. На смену ему появился новый старый проект, заточенный под весь мир – Need for Speed World. Впервые нас познакомили с Марком и Дрю, которые в определенный момент перестали называть игру именем Need for Speed World Online. Да, в этот момент можно считать, что разработчики полностью стерли старый World Online и переключились целиком на Need for Speed World. В феврале Марк и Дрю начали вести передачу «Спроси Марка», в которой, собственно, сам Марк отвечал на вопросы обычных игроков. Помимо Ворлда в передаче еще велась речь и о бывшем тогда на слуху Need for Speed Shift. На официальном сайте игры появилась информация о первом закрытом бета-тесте нового Ворлда. Подать заявку на участие в тестировании мог каждый, но попасть удавалось не всем. Количество самих заявок было велико, и обработать каждую просто не успевали. При этом сам отбор производился по определенным критериям, каким именно знают только сами Electronic Arts. Бета-тест начался в марте 2010 года. Там по-прежнему присутствовал старый маленький гараж, но был представлен немного другой интерфейс. А онлайн-база насчитывала толпы игроков. Это была не просто игра, а супер цепляющая игра. В нее играли почти все. Просто забейте в поисковике бета-тест World на английском, и вы окажетесь в сильном удивлении, насколько много было видео с того времени. Это был настоящий рекорд для 2010 года. Статистика просто взлетала до небес. Уже к сентябрю в игре было более 1 миллиона игроков. Каждый очередной бета-тест тянул за собой массу изменений и нововведений. Пролетали они незаметно. Первый, второй, третий. В 4-м бета-тесте впервые появилась еще одна внутриигровая валюта – Speed Boost. На этом не стану акцентировать, скажу только, что изначально покупать автомобили за Speed Boost было нельзя. Вместо этого можно было только арендовать их, либо приобретать пауэрапы. Также в сети стали доступны первые системные требования для игры, ознакомиться с которыми можете на экране. В конце мая был анонсирован очередной бета-тест. Вместе с ним появилась первая информация о Need for Speed World Starter Pack. В Starter Pack входили эксклюзивный автомобиль для игры, Volkswagen Scirocco, Mazda 3 или Nissan Silvia S15, 8000 спидбуста, возможность дальнейшей прокачки водителя, выше 10 уровня. В случае предзаказа игрок дополнительно получал эксклюзивный доступ на бета-тесты, старт на 1 неделю раньше остальных игроков, VIP-статус профиля. Стоимость стартер-пака составляла $20. Серия бета-тестов длилась почти полгода. За это время игра значительно изменилась, и на этот раз не только внешне, но и внутри, технически. Среди различных изменений и нововведений, которые приобретала игра в период конца весны и начала лета 2010-го, можно отметить. Открылась дорога в Кэмден. Естественно, добавлялись новые машины, гонки и активности по типу встречи на стадионе Розвуда. Динамическая смена времени суток, но пока без ночи. Приватные групповые чаты, справочник и так далее. Всего за несколько дней до релиза проекта случился перенос. Его перенесли на неделю позже. Причиной тому было излишнее количество багов и недоработок, которые нужно было исправить. 27 июля 2010 года была выпущена полная версия Need for Speed World. Вместе с релизом игры были запущены первые масштабные конкурсы с довольно ценными призами. Именно этот период запомнился больше всего ветеранам игры. Хоть на то время в Need for Speed World не было смены дня и ночи или кооперативной погони, но играть было очень интересно. Да, те самые азиатские аватары убрали незадолго до релиза, почему-то раньше этого не делали. А в сентябре 2010 года игра стала полностью бесплатной.
Electronic Arts объявили о том, что снимаются все ограничения по доступу ко всевозможным состязаниям, к ассортименту виртуального магазина, а также по набору уровней, ограничение которого ранее составляло 10 уровней, и предлагалось заплатить $20, либо покинуть игру. Теперь установилась полная свобода. Игра перешла на модель Free-to-Play, а игроки, которые отдали $20 за стартер-пак, получили маленький презент в виде набора купонов для аренды на 7 дней следующих автомобилей: Audi R8 4.2 FSI Quattro или Lamborghini Gallardo LP564 или BMW M3 GTR. Начиная с октября, игра активно пополнялась новым контентом. Проводилась куча конкурсов, велись ожесточенные дискуссии на форумах, а разработчики поддерживали контакт с игроками. Активно пополнялся список автомобилей по просьбам игроков. Появлялись новые регионы по типу Кемптона, Фортуны и Даунтаун Рокпорта, а также новые гонки. В середине декабря у игры появилась поддержка русского языка, а также после нескольких месяцев ожиданий наконец добавили ночное время. Тогда же, в честь наступающего 2011 года, в игру ввели зимний окрас для гольф-клуба в Розвуде, который отлично дополнял новогоднюю атмосферу. Эта традиция повторялась и в последующие года существования проекта. Год начался с анонса выставки CES 2011, на котором должен был быть Need for Speed World. Представлял ее там замечательный дизайнер Мелвин Тео. На самой выставке вы могли подойти к стенду и прокатать пару гонок в игре. Далее игра вновь начала пополняться машинами. На сей раз это были уникальные модификации и известные машины из прошлых игр. В середине января начался конкурс на создание трассы от сообщества. Все, что вам нужно было сделать, это нарисовать трассу, используя карту игры, которая была предоставлена вместе с новостным постом. В середине февраля конкурс завершился, и победителем оказался человек под ником Josh DW с его треком Twist Road. Разработчики отметили хорошую продолжительность маршрута и сложные повороты. 12 марта 2011 был анонсирован визуальный тюнинг, конкретно магазин запчастей, где можно покупать различные детали и собирать с их помощью машину мечты. Некоторые детали были доступны за внутриигровую валюту, в то время как другие только за донатную буст валюту. Само обновление вышло 16 числа. Июнь месяц, и число игроков превысило 5 миллионов человек. Это было очередное достижение. За менее года в игре стало в 5 раз больше игроков. В июле 2011 года на различных сайтах появились вести о грядущем большом обновлении. По слухам, в игру должны были быть добавлены новые города – Бэйвью, Три-Сити и третий неизвестный город. Учитывая, что в игре можно было найти карту Сан-Хуана, то, вероятно, он и был третьей дополнительной локацией. В игру должны были прийти новые режимы. Драг, который должен был появиться в конце 2011, но вышел только в октябре 2012. 31 марта всем хорошо знакомый командный побег. 26 июля охота за сокровищами. И дрифт, который так и не вышел, но планировался в 2012. Под конец ноября разработчики дали необычную возможность игрокам, которым не хватало подходящего уровня для участия в какой-либо гонке. Каждый желающий мог, вне зависимости от требований, войти в любую гонку и испытать свои навыки на полную мощность. Это событие называлось Экстраваганза, и продолжалось оно ровно 2 дня. Разработчики объявили игрокам о готовящемся к выпуску новом суперкаре, который был бы быстрее всех. Элитный автомобиль получил название Koenigsegg CCX Elite Edition. Однако игрокам за пользование новинкой пришлось бы заплатить порядка 1500 рублей. Ранее подобных авто в игре не было, и это был один из первых звоночков к грядущему ухудшению баланса.
Год начался с пары новостей и обновлений. Одним из них была система настроек для автомобилей, где игроку давалась возможность их конфигурировать в зависимости от стиля езды. На момент февраля года в игре было зарегистрировано более 10 миллионов игроков. К слову, и читеров было немало, но тогда за ними был хотя бы какой-то контроль. Вышли новые наборы навыков. Они привносили в игру больше сбалансированности и устраняли старые недостатки. Каждый набор давал виртуальному гонщику сильные улучшения навыка какого-то одного типа. В августе разработчики кратко ответили на пару вопросов от игроков. Одним из них был вопрос о появлении байков и мотоциклов в игре. Да, на полном серьезе. Но ответ не удовлетворил интересы комьюнити. У нас есть более важные дела по игре, было ответом разработчиков. Следом был дан ответ на появление Маруси в игре. Судя по всему, до ее выхода оставалось около 2 месяцев. Про возвращение чата ответ вновь был неутешительный. Когда это произойдет, оставалось неизвестным. Но было и кое-что сногсшибательное. Планировалось внедрение системы команд за буквально 3 месяца. В такой срок обещали уложиться в Black Box. Но снова что-то пошло не так, и мы так и не увидели эту систему. А жаль. Также одним из ожидаемых апдейтов должен был стать долгожданный Car Classes. Да, те самые классы, которые могли бы улучшить ситуацию с балансом. Но, к сожалению, с данным нововведением все только ухудшилось. Кстати, в игре зарегистрировалось столько игроков, что общая цифра их количества стала подходить к 20 миллионам. Ну а к концу года было обнародовано обновление наборов навыков, так называемые специальные тематические наборы различных навыков. Год закончился очередным праздничным оформлением и конкурсами. Началось все с обычных обновлений, пару конкурсов, других событий и не самого приятного дня. 26 апреля 2013 года Electronic Arts решила массово сократить рабочих, в том числе и Quick Lime Games, где работала Black Box. Ситуация такова: если нет Quick Lime Games, значит нет и Black Box. А если нет Black Box, то Need for Speed World остается один и медленно-медленно приближается к закрытию. Отсчет пошел. Какое-то время еще даже проводились обновления по типу системы ачивок, всякие техобслуживания и так далее. За игрой условно следила студия Easy, а в 2014 году присоединилась и EA Vancouver. Но, судя по всему, их задачей было просто держать игру в рабочем состоянии. Фактически, активная поддержка прекратилась. Читеры, баги и другие многочисленные проблемы – все это теперь составляло один огромный ком под названием Need for Speed World. Проекту суждено было закрыться, и многие это понимали. По слухам, у Electronic Arts была аренда серверов лет на 5. И да, это как раз сходится с закрытием проекта в 2015 году. Из моего личного опыта я ушел из игры где-то в середине 2014 года. Однако, следует заметить, играл я уже не так, как раньше. Донат был явной проблемой. Из игры выжимали буквально все, пока было время. Настал тот момент, когда компании пришлось сказать, что гонка подходит к концу. И тут началась настоящая паника. Онлайн немного повысился, и всем даже было все равно, что состояние игры оставляло желать лучшего. Все просто катались, пока могли. И вот июль 2015 года. Новостей по поводу данного события было много, а сам последний день запомнился всем присутствующим игрокам. Во время последних минут перед закрытием в игре шли фейерверки, а онлайн был предельно высок. Все стояли и запечатлевали фейерверки. Этот момент. Грусть, несомненно, была. Все же это был классный эксперимент и классное время. Это был Need for Speed World.
Вот как-то так. Хочется выразить одну мысль, которая возникла в моей голове, пока я готовил материал к этому видео. Need for Speed World любили. До определенного момента будущее проекта выглядело достаточно ярко и позитивно, но в какой-то момент начались проблемы, а с закрытием Black Box все и вовсе начало умирать. Буквально за несколько месяцев до закрытия были созданы первые версии офлайн серверов. Криво-косо, но оно работало. И что же мы имеем сейчас? А сейчас уже существует целый культ фанатских онлайн-серверов. World хоть и мертв официально, но не мертв в сердцах игроков. Проекты по типу World Evolved, World United, Spark Server, Night Riders и другие продолжают жизнь этой игре. В описании я оставляю ссылки на несколько роликов, которые помогут все установить и настроить. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео своим друзьям, в особенности тем, кто тоже играл в World, будет что обсудить. А также нажимайте на прекрасный колокольчик. Если у вас есть свои примечания по поводу материала ролика, пишите их в комментариях. Заглядывайте в группу ВКонтакте, там будут поститься новости как по каналу, так и по роликам. Можете еще зайти на Discord сервер, а также поддержать канал на Бусти. Ну и на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.